против... Всем привет, друзья! Это наш новый влог, и сегодня у нас невероятно важный день. Сегодня нам предстоит первая Best of 3 на турнире против команды NIP. Очень, кстати, интересно, что наши прокрумы находятся прямо напротив друг друга. И сегодня нам предстоит с ними играть. Сильнейший оппонент после вчерашней расправы их против Астралис, конечно, еще немножко страшнее, но я уверена, что нашим ребятам это по силу. Давайте зайдем к ним прямо перед игрой, посмотрим, чем они занимаются, и, может быть, пообщаемся с ними немного. Наша команда — это сложный механизм. Каждая деталь должна быть совершенна. Нам нужна моментальная реакция, идеальная коммуникация и точность в каждом движении. Это и есть секрет победы. Оказывается, что наш матч начинается раньше, и уже через 8 минут нам нужно идти, в общем-то, вниз на 4-й этаж студии. Какие дела? Кирилл, расскажешь нам перед матчем, о чем думаешь? Нам уже спалили мопеды, наверное. Какой будет мопед? Знаешь, какие карты будут играться? Нюк, Да. Overpass, Ancient. Класс. Расскажи, почему такие карты. Вообще, я удивилась, вы не играли с НИПами вообще в этом году. То есть год назад у вас были последние игры против этой организации, конечно, в совсем другом составе. Что думаешь перед матчем? Да ничего, я уже... Не знаю, у нас была настройка психолога, нас ко мне без разницы против кого играть. Мы приехали выиграть турнир, так что нужно быть готовым выиграть вообще любого соперника. Смотрел другие матчи сегодня, там такие результаты интересные. Фейзы проиграли Copenhagen Flames. Да, Энтропик могли выиграть там первую карту. У Гамбит был близкий матч с Virtus.pro, там были, такие моменты там яркие, когда Кикерт мог убить там бомбу 2-1. А так, в принципе, больше, ничего не удивил. Виталий сейчас с ЕГЭ камбэчит. Больше матчей, в принципе, не было. Герой победили Астралис. Герой победили Астралис. Для меня было, если честно, ожидаемо, что они выиграют. Там, конечно, Салат был на первой стороне, там что-то 13-2, но то, что Герой выиграет, не знаю, я думал, что они выиграют, в принципе, так что не удивился. А что будет Best of 3, а не Best of 1 сейчас? Да, конечно, Best of 3. Best of 3 получше. Как-то меньше какой-то нервности и, не знаю, шансов больше. Хорошо. А по вчерашнему не постарались? По вчерашнему не постарались, что сказать. Салатик был жесткий. Как ты думаешь, ты Астралис позволили или не такие жесткие? Да, слушай, я бы не сказал, что Астралис какой-то там хорошей сейчас форме находится. Они там взяли нового снайпера, для них первый турнир, конечно, они вышли там 3-2 с 0-2, молодцы, но мне кажется, опять же, они не в лучшей форме находятся, как и в индивидуальной, так и в командной. Глейв вернулся, то есть на турнир. Так что для меня очевидно то, что сейчас они эту стадию, для меня лично я бы не ставил, что они пройдут в плей-офф. А то, что их там 2 игры подряд разрывают без шансов, не знаю, Best of 1 все что угодно могут быть. Сноубол, экономика, там кто-то может мораль упасть. Но они вроде сражались, сегодня с Героем до конца даже пытались дать камбэк. Не знаю, что у них происходит, честно. Сегодня, кстати, еще Elimination игра будет, матч против Мауза против Энс. Проигравший покидает турнир, Best of 3. Поэтому сначала у нас будут хорошие новости. Спойлер, Мауза выиграет. Спойлер, Мауза выиграет. Возможно. Поэтому сначала у нас Best of 3 наши. Мы узнаем того, кто первый пройдет в плей-офф, а затем мы уже узнаем первую команду, которая погибнет. Такие новости. Что, мы уже собираемся? Через минут 2, по-моему, выходить не будем. Матч остается считанные минуты, он начнется раньше из-за того, что предыдущий матч закончился также раньше. Мы уже спускаемся на 4-й этаж в студию на наш официал. После нашего первого влога, вернее не первого,
Все хотят узнать, с каким разрешением вы играете. У нас у всех одинаково. Какой? 1280 на 960. У всех одинаковые? Да. Точно? А с чем это связано? Ну, не знаю, да ни с чем не связано. Просто, Просто совпадение? ну, можно, ну да. Ты долго вообще разрешение подбирал? Да, если честно, не особо долго. Сколько ты на нем уже играешь? Кстати, на нем, ну, может год, может поменьше чуть-чуть. Ну как ты считаешь, какая команда достойна быть в финале? Которая больше всех работает. Хорош. Можно пожать тебе руку очень. Козел. Козла хотят убрать, прикинь. Нет, так я пытаюсь защитить. Козлика не трогай, бро. А чего? Так, у нас новые подробности. У Валеры есть талисман, который нельзя трогать руками. Его пытаются забрать. Администратор, окей, it's fine. Мы разрулили вообще. Но трогать его нельзя руками, я дотронулся, если честно. На столах остаются только маленькие горчичники для рук. Если руки холодеют, ты нагреваешь, кровь лучше циркулирует и начинаешь ставить хедшоты. Вот так вот. Все эти правила связаны с... я не знаю, с чем они связаны. Или с пандемией, нам никто ничего не объясняет, но очень мало дают времени на съемку. И с каждым годом все меньше, меньше и меньше. Вот опять сейчас тоже начинается, да? Или как тебе вообще? У тебя есть талисман? Или ты уже не носишь? Да, вот как у Валеры? Не было никогда. Не, ну может и был, я просто забыл. В детстве, знаешь? Вэл, тебе кто подарил талисман? Мама. Ты уже давно его на турнир берешь? Или с того момента, как начал играть в Нави? Да, может, пораньше даже. Но уже начал его брать на все турниры, да? Ну да. Ну, у нас, правда, много турниров онлайн было. Он всегда с ним. Но все равно. Всегда с тобой? Да. Это Даже очень дома? круто. Да. Тем более дома, да. Не, ну понятно, что дома. Я имею в виду, стоит за монитором. Да, конечно. У каждого свои тотемные животные. Если у вас есть какие-то талисманы, если у вас есть кроличьи лапки, может быть, или какие-то статуэтки, пишите в комментариях, очень интересно. Да, зуб дракона. У тебя есть какой-то зуб дракона? У меня когда-то был, кстати, сувенир, белый зуб. Не помню, чей там, типа дракон или еще что-то, я его потерял. Детство. Валера, ты не хочешь? Вот, опять. Окей, всё. Опять. Уже Илюх, пора фонарик. надевать маски. Именно в этой зоне. Так что мы надеваем маски и всем приятного просмотра. What we do when you knock us down? Yeah, yeah. What we do when you knock us down? Throwing bills, it could be falling down. Somebody stealing your fame, yeah, they stealing your crown. Somebody throwing that sword, yeah, they throwing your game. You shooting for that fortune and you feel that blade. You wanna get turned in your nose. When you got something in your heart, they never know. You flow with your heart, you flow with your faith, you flow with the love, baby, love for the girl. It's what I do when you hold me down. It's what I do when I'm on the ground. It's what I do when you hold me down. You can't hold me down. Hit 'em with your swag, baby, hit 'em with your knives. Hit 'em with the bag, baby, hit 'em with your knives. You be up so high, chillin' with the satellites, looking at the sky from above with those eagle eyes. Pass me the ball, pass me the salt, pass me the ball, pass me the salt. Let me spray it on you with a little bit of abalone, with that caviar, baby. You know what I'm talking. What I do when you on the deck. It's what I do when I'm on the ground. It's what I do when you on the deck. It's what I do if you hold me down. It's what I do if I hit the ground. It's what I do if I fall down. You can't hold me down. Что, друзья, 2-0. Что они? Мы выиграли, мы проходим плей-офф чистенько, красиво, без нервов. Спасибо большое ребятам за это. Слава Богу.
Ну что, расскажи, 2-0, первый был нюк, как он прошел? Казалось, что нетрудно для вас. Ну, начали очень хорошо, но потом что-то не могли закончить раунды, делали какие-то ошибки глупенькие. Вот. Но в целом, да, мы как бы всегда за КТ очень много набираем, поэтому были уверены, что, ну, в общем, должны были закрыть, так получилось. Оверпас, ну, оверпас снипы хорошо играют. Вот, мы ожидали тяжелой борьбы. 100% вероятно не был до этого момента. Ну, бывает. Бывает. Больше У нет. нас на нюке был и есть. А у них Ну тоже ладно, нет. я к тому, что они подготовились, хотели обузить какие-то, которые у нас были до этого ошибки, но мы их пофиксили, успели. И, в принципе, контролили их выходы, поэтому ну, нас ничем особо не удивили. А вот на нюке были интересные раунды, на самом деле. Нюк они хорошо подготовились, но мы выиграли. Ну, уверенно, красиво, действительно без нервов, и пощадили своих фанатов. А расскажи, с кем, на твой взгляд, за всю стадию легенд у вас была самая такая содержательная, классная игра? Вот какой матч тебе больше всего запомнился? Ну, я бы все равно выбрал Непал, потому что все-таки Best of 3. И Best of 3 всегда такая напряженная игра, потому что ты можешь выиграть свою карту, а можешь поиграть чужой пик. Поэтому, наверное, да, Непы. Кто у тебя был в пикеме на проход в плей-офф? Ну, я поставил нас 3-0 Кто еще? на проход. Наверное, не помню. Ну, Виталити, герои, те же Непы. А G2? А то они уже G2 прошли тоже стоят, да. А на 0-3, по-моему, я его поставил. Кто думаешь из СНГ команд присоединится? Я думаю, Гамбит, точно. И надеюсь, что все, на самом деле. Потому что все ребята очень круто играют. Благодаря этой победе у вас впереди 3 дня свободных. Вообще, у Ого, вас планируется какой-то, я не знаю, может быть, куда-то выйти, проветриться немножко, не знаю. Ну, сначала хотелось бы разобрать все ошибки, которые произошли, потому что хоть, как бы, кажется, 3-0 легкое, но я думаю, мы могли сыграть намного лучше. Поэтому после того, как разберем, я думаю, да, съездим, погуляем по Швеции, посмотрим. Мы там уже погуляли, мы снимаем обзор города, потому что поэтому вам что-то порекомендуем обязательно. Да, ты кем клин зашел вообще? Вообще 3-0. Я впервые, мне кажется, выиграл свой пике. Я тоже. На 3-0. Я сейчас оставил на 3-0. On my own, sir. Heard you gon' clone, sir. Stop all that flexing, young nigga don't wanna go there. Never been a gopher, but I always been the soul. Роли, какие у тебя роли там? Что ты делаешь? Ты лучше расскажи. Как игра прошла вообще? А вот так вот, смотрите, лайв. Узнали? Вот у нас ребята попадают в лог. Ну подходите сразу во влог. Поздравляем, 3-0. Спасибо. Вы откуда, ребят? Мы здесь живем. Вы здесь живете? Да. Давно уже здесь живете? Молодцы. Круто. Чуть больше. Мы решили пораньше прийти до финала. Чтобы не за это, да. Спасибо, это на самом деле очень приятно и очень круто. Вы пойдете потом на стадион? Конечно. Супер, супер. На финал дали, так что смотрите. Ну там по дням Чтобы просто получается? так не было. Не, мы на самый финал, так что, пожалуйста, чтобы не пропало. Это еще пафосно, давай более пафосно. Ну что, Денис, я поздравляю тебя с победой. Вы прошли в плей-офф. Расскажи о своих эмоциях. Что думаешь перед основной стадией? Ну, задача минимум, скажем так, наверное, выполнена. Сейчас остается только готовиться к предстоящим играм. Поэтому мы не собираемся расслабляться, мы будем тренироваться. Так. Поэтому... Я уже Ильи спрашивала, кто тебе больше всего понравился из оппонентов? Ну, в смысле, какая игра тебе показалась самой интересной, может быть, самой тяжелой из легенд стадии? Ну, пусть будет Heroic. Героев, да, все-таки. Вот Илья сказал, что против Непов был матч достаточно плотный. Вот что ты сразу по свежим следам бы мог рассказать об этой игре? Ну, у нас был хороший геймплан, мы примерно понимали, что они делают, то есть... И у нас летела стрельба, я думаю, и это во многом нам помогало, поэтому геймплан и стрельба, наверное, дали свой дело. Но не почувствовали вы еще вот тот самый азарт, какую-то жажду побед, потому что настолько какими-то спокойными нам показались матчи, настолько для вас простыми Не со были стороны спокойными зрителя? матчи, то есть для нас любой матч мы играем всегда на 100%, то есть нету такого, что если ты выиграл 16-4, то это очень легкий матч был, то есть за каждый раунд ты должен в любом случае цепляться и не давать противнику шанс, так как это мажор, и совсем не хочется этого делать, поэтому мы всегда, скажем так, потеем до последнего. Для тебя играть перед зрителями на арене — это что-то особенное? Конечно, Добавляет? конечно. Что ты чувствуешь в этот момент? Ну, когда ты играешь без зрителей, ты не чувствуешь, что, наверное, драйв, адреналин. А когда
ты выходишь на сцену, такое количество зрителей, то ты автоматом заряжаешься такой энергией. Поэтому, друзья, приходите обязательно в Avicii Арену, да, Денис? Конечно. Конечно, мы будем... И болейте за нами. Болейте за нами, конечно, приходите, поддерживайте. Я уверена, что мы снимем какой-то с фанатами еще прикольный контент и всех сплотим, и будем вас поддерживать, чтобы вы нас слышали. Что дальше? 3 дня выходных, но, насколько я знаю, это 3 дня рабочих. Ну, 3 дня выходных, значит, на первый день едем в Швецию, в Стокгольм, на второй день едем, куда поедем? Копенгаген. Копенгаген. Христиан? Третий. Шучу, мы это не вставим. Да, завтра мы отдохнем, а потом будем готовиться к плей-офф. Потому что здесь, например, в Кёльне мы сразу вышли, по-моему, в полуфинал, правильно же? А здесь да, 38, да. Еще надо... По-моему, ну, завтра мы отдохнем точно. Не, мы так что мы завтра, может, анализ, поедем вместе куда-то покушаем? Какой-то У Мишлен. нас завтра будет короткий разбор как бы игры, но в целом прокат не будет. Отлично. Тогда завтра поедем куда-то кушать, да? А ты скажешь куда? Конечно. Конечно. Ну все, ребят, вы сами все видели. Ну что, я всех поздравляю с нашим выходом в плей-офф. Невероятно крутые новости. Классно получился матч против NIP. И надеюсь, ребята как раз эти 3 дня еще перестроятся к основной стадии. Мы увидим еще более крутой перформанс от них. Спасибо большое, что посмотрели это видео. Не забудьте подписаться на наш YouTube-канал, поставить лайк, написать комментарий. Увидимся с вами в следующем влоге. Всем пока! Crowd, it's a mosh pit. Yeah, shout it bad, but she broke and she don't own shit.